Доброе утро. Я прошу запомнить раз и навсегда. Ты студентка, и у тебя нет ничего. И пока ты живешь в родном доме, ты будешь поступать не так, как тебе хочется, а так, как лучше для тебя же. А так, как лучше, я знаю сама. Друзья, контролирующее поведение является характерной чертой созависимых. Цель контроля – заставить. Заставить других людей делать то, что мы созависимые считаем правильным. И не только делать, но даже думать и чувствовать. Причина такого поведения в первую очередь в детском бессилии что-то изменить. Мы уже были слабенькие, поэтому пора взять вожжи в свои руки. Но мы обманываем себя, когда думаем, что другие нуждаются в нашем контроле. Контроль означает, что мы не можем получить от других людей то, что нам нужно другими способами, или боимся потерять то, что имеем, а возможно и то, и другое. Контролируя жизнь других, мы, естественно, получаем то, чего добиваемся – внимание. Но это внимание негативное, а порой родственники вообще игнорируют нас. Даже если нам удастся кого-то заставить что-то делать, то плата за это велика. Контролирующее поведение разрушает отношения с близкими людьми. Люди не куклы, они не любят подчиняться чужой воле. Они воспринимают это как насилие. И самое главное, контролируя жизнь других, мы теряем контроль над собственной жизнью. Распознать контролирующее поведение несложно. Контроль – это прямое принуждение, приказ, требование. Делай то, что я тебе говорю. А есть такое понятие, как манипуляция, которая служит той же цели – подчинить себе другого человека. Но ее достижение происходит более замаскированными способами. Распространите среди жильцов нашего ЖЭКа. А если не будут брать, отключим газ. Когда мы манипулируем, то не говорим открыто человеку, что нам от него нужно. Мы боимся попросить, а вдруг он скажет «нет». Но мы можем вызвать у него чувство вины, и тогда он легко выполнит нашу волю. Один из самых распространенных способов добиться желаемого от других членов семьи – это манипуляция с отсылкой на плохое самочувствие. Реальное или мнимое. Например, мать говорит своему взрослому сыну: «Когда ты мне возражаешь, у меня болит сердце». Кто ей после этого будет возражать? Когда нас, созависимых, спрашивают, почему мы контролируем алкозависимого члена семьи, то мы отвечаем, что делаем это из лучших побуждений. Потому что мы любим, хотим помочь, нам страшно видеть, как близкий человек себя разрушает. Конечно, если в дом приходит беда, то мы пытаемся мобилизовать все свои силы, чтобы преодолеть трудности. Но алкогольная зависимость – это такая трудность, которую невозможно преодолеть силой. Возьмите чистый лист бумаги и перечислите все, что вы пытались сделать или делаете до сих пор для сдерживания пьянства своего зависимого члена семьи. Например, уговаривали, плакали, оскорбляли, грозили разводом и так далее. Запишите эти действия в столбик и поставьте знак плюс, если это помогло вам добиться цели, и знак минус, если это не возымело действия. Обычно минусов гораздо больше. Да, честно говоря, порой это только минусы. В некоторых случаях удается лишь отодвинуть употребление алкоголя, да и то редко. Друзья, контролирующее поведение – это не постыдное поведение. Это поведение, в основе которого лежит чувство бессилия. Но если мы почувствуем себя более сильными, то не будет такой острой необходимости контролировать других. Подробнее о контролирующем поведении можно узнать в программе «Не контролируй, отстранись».